День добрый, день добрый. День добрий! З вами Ірина і Вікторія і канал На Посіді. Dziś така теплютка погода в Любліні, але трошки шарий день. Нічого не теплютка. Теплютка. 12? 8. Ні. Іринка мовить же 8. Так, Ні, то теплютка, Іринка. добре. Так, і ми вийшли прогулятися і розказати, чого jesteśmy щасливі. Bardzo щасливі. Поэтому оставайтесь с нами, и мы вам будем все рассказывать. Мы с Викторией вообще первый раз видим вот такие красивые цветочки. Смотрите. Наши дорогие зрители, подскажите, Никогда таких не видели. Такие красивые и высокие, хотя так холодно вообще. что было же уже тепло. Да, было тепло. Не жалуйся. Вот такая красота. Итак, чего jesteśmy щасливі? Потому что нам удалось решить вопрос. С чем, Иренка? Не с чем, а с кем? А, с мешканем. С мешканем и с нашей пани. Кипесик, подождите. Мы решили свой квартирный вопрос. Наконец. Это одно из самых важных дел, которое нам нужно было сделать. И, конечно же, мы за него очень переживали. Так, наша пані bardzo спиняла і добра особа пошла нам навстречу и сказала, ладно, не на рок, на меньше сдаст нам мешкание. Потому что так как-то с одной стороны неспокойно, что на рок, а с другой стороны тебя ни к чему не обязывает. Ну, на самом деле, dziękujemy bardzo pani. Она нам очень помогла и вошла в нашу в ситуацию, поняла, что нам нужно помочь, потому что когда мы не берем квартиру на год, это нас не так привязывает к одному месту, поэтому мы можем и изменить город, в котором живем, если нужно будет. И плюс ко всему мы не очень хотели переезжать, потому что переезд это всегда очень сложно. Мы за год, конечно же, обжились многими вещами для дома, и сейчас переезжать это очень неудобно, тем более в другой город. Поэтому у нас сегодня супер свято. Да. Свято неподлеглости на полроку. Подлеглости, но только на полроку. Так, конечно, с одной стороны грустно, потому что хочется очень домой, а с другой стороны, как подумаешь, что дома творится, то с другой стороны ты счастлив, что ты пока в Польше. Ну и не только поэтому. В Польше очень хорошо, мы этого не скрываем. Польшу мы любим, мы это уже не раз говорили. Поэтому мы сегодня радостные. Плакать точно не будем. Точно. И еще в нашем доме и вокруг мы сейчас ходим, снимаем, появилось опять очень много украинских машин. Харьков, Николаев, Херсон, очень много украинских машин. Это, с одной стороны, радует, что люди нашли себе прихисток, а с другой стороны, понимаешь, что все хуже дела и хуже. У людей уже просто нервная система, наверное, не выдерживает. Одни уезжают, одни приезжают. Круговорот украинцев в Европе. Dzień dobry, piękny polski kot. Ой, ты такий милий. Ой, який пінкний. Так. Ой, який кот. Ubiegł. Ej. I ще раз chcemy bardzo podziękować za pomoc i za wsparcie. Dziękujemy bardzo наша YouTube-родинка. Так. Мы пока снимаем это видео, поняли, что куст на заднем фоне очень похож на меня.
Ой, как скромно. Как Желтенький, скромно. желтый. Пошли. Все готовятся к Пасхе, убирают, выбивают, стирают ковры, шторы, занавески. У нас в Смотрите, доме у всех все уборка. соседи, у всех уборка. Потому что впереди очень важный праздник. Пасха. Как будет? Велканоц. Велканоц. Послушайте, как красиво поет птичка. Класс! Так, теперь еще один важный вопрос, который интересует наших зрителей. Какой вопрос, Иренка? Это вопрос про нашу маму. Есть уже разные там варианты, что мама в Одессе, мама не приезжала, и мы ошустки, что там нам еще писали. Нет, мама с нами, мама в Люблине. Она даже попадала в несколько наших видео. Случайно, так мимолетом на Новый год, да, когда мы ходили в центр города, потом еще где-то. Да. Но 80-85% видео мамы возле нас нет, потому что мы ходим Машина. сами, снимаем все сами, а мама потом смотрит в Ютубе вместе с вами. Идем, выйдем опять на дорогу. Где были ее дети? Где были дети, что делали? По каким пивницам лазили, там, по каким старувкам. Изначально нас снимала мама, но потом, поскольку у нас еще не было опыта, так можно назвать, блогерства, то нам приходилось по одному дублю переснимать по несколько раз. Но она сказала, что она этим заниматься не будет, и ее нервы не выдерживают, поэтому дальше мы уже сами по себе. Да, у нас только несколько видео. Мама была режиссером, а потом сказала: нет, это не для слабонервных, снимайте себя сами. Это сейчас мы уже такие опытные блогеры, все с первого дубля. И что мы решили? У нас просто сейчас было так много проблем и стрессов. Не трогали мы маму, маме было не до видео, не до позитива. Мы обязательно снимем с мамой видео, просто это будет немножко позже. Вообще, знаете, что нам сказала мама? Мама нам сказала, что мы слишком маленький канал, чтобы она давала нам интервью. Как это ты вспомнила? Это было давно еще, когда первый раз все сказали: вызывайте маму. Мама сказала: маленьким каналам интервью не даю. Вот так вот. Не, ну если серьезно, на самом деле она появится скоро в наших видео. Обязательно. И вы обязательно с ней познакомитесь. А она с вами. Так. Нас еще просили написать, что будет мама говорить про нас. О, это будет блокбастер. Слышно такие пінькі квятки. І тут ай таку малютку бедронку. Мы идем и увидели такой красивый зеленый забор, зеленое ограждение в доме. Посмотрите. Крепость зеленая. Высота какая. Толщина. Толщина вот такая. Покажи. Даже за этим нужно ухаживать, наверное, все время поливать. И подстригать. Интересно, оно крепится к забору или так выросло? Класс, посмотри, покажи. Посмотрите, какая глубина этого забора. Тут, наверное, по 3 елки растут. Очень много. Широко. Может, там живет какая-то принцесса. Может. Осторожно, не упади. Да, спасибо. А мы нашли улитки. Смотрите, такие красивые, но там уже, наверное, никто не живет. Интересно, для чего в доме вот такой колокольчик? Скажите, пожалуйста.
Для чего он? А сейчас у нас будет рубрика веселых комментариев. У нас увеличилось количество просмотров и, естественно, увеличилось количество новых комментариев. Комментарии разные, и хорошие, и приятные, и веселые, и не очень. То нам писали вон из Польши, вон в Украину, бандеровцы, бандеровки, отвечайте за волынскую резню, а сейчас у нас хит. Новый комментарий, вон за Дон, Даже в рифму. вон за Дон. То было вон в Украину. Вон с Польски. То широкой дороги До Одессы. до Одессы. Нам даже написали, как можно из Люблина выехать в Одессу. Да, нам написали, где есть дворец ПКП, ПКС. Наши зрители нас не прекращают удивлять. Но хит комментарий за вот все время существования канала был тоже вчера. Написав нам якийсь пан, що єстишми bardzo ладніми кобєтами, але глупі, як два бута. І то такий спанялий коментар для нас, що єстишми глупі, як два бута. Посмеялись. И пошли Естественно, снимать и дальше. пошли снимать дальше. На самом деле, такие комментарии нас веселят. Вот, поэтому на них не очень обращаем внимания. Несмотря на то, что очень холодно и на улице мороз, вырастали уже такие маленькие нарциссы, как рука. Очень маленькие, как подснежники. Еще какие-то цветочки. Пока мы с Викторией рассуждаем о своем житие-бытие, посмотрите, какое красивое дерево мы нашли. Сразу чувствуется, что скоро праздник. Какие красивые. А вот с этой стороны другие. То яйка такие. Больше, меньше. Красиво. Такая высокая, красивая елка. Очень высокая. Какое красивое дерево, экзотика. Такие красивые сережки. Очень красивые, такие нежные-нежные. Впереди весна, все будет расти, цвести, и видео будут красивее и живее. А еще у нас было много комментариев по поводу того, что как мы сидим, сколько сладкого и что с нами будет. Ничего с нами не будет. Потому что это нам на полгода, а то и больше сладкого. Нам говорят, вот вы станете толстыми. Нет, не станем толстыми, потому что у нас сколько стрессов, что мы, наоборот, очень-очень худые, и нам В Украине сладости мы были не намного помогут. толще. Это раз. А два, все видео, которые мы снимаем, мы ходим очень много пешком, особенно по вечерам, по 5, по 6, по 10 километров, мы не поправимся. Мы нашли у кого-то во дворе еще одно яйко. Мы даже не знали, что здесь так готовятся к Пасхе. Мы с Викторией обнаружили такие кусты интересные, как одуванчики. Первый раз такое видим. Такие интересные. Интересно, если на них подуть, они будут сдуваться. Сдуваются. Так интересно.
Ну что, наши дорогие, вот мы и рассказали, как прошла вторая половина нашей недели. Dziękujemy bardzo, что были с нами. Так, всем большой привет, всем хороших выходных. Хорошего настроения, такого много улыбок и такого весеннего настроения. И всего самого-самого лучшего. До widzenia. До забочения. Бузячки.